Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Чтобы понять, прочувствовать настроение новой круизной коллекции бренда Chanel Resort 2027, давайте, друзья, попробуем вместе с креативным директором и его командой тоже отправиться в Биарриц, в элегантный город на юго-западе Франции, расположенный вдоль берегов Басков. Для тех, кто хоть немного знаком с историей моды, не секрет, что именно здесь Коко Шанель открыла свой модный дом и первый бутик. Здесь же искали пристанище все, кто бежал из столицы Франции в годы Первой мировой. Творческие люди, интеллигенция, аристократы, художники. Они приезжали сюда, спасаясь от того, что происходило в Париже. И они же волею судеб становились клиентами Габриэль. Так что для Шанель Биарриц, по сути, является точкой отсчета. Для Матье Блази это еще и личная территория. В детстве он часто приезжал сюда летом на отдых, купался, гулял по пляжам и наблюдал за океаном. В результате модный показ выглядел как красивое возвращение домой. Только теперь уже в статусе одного из главных мировых дизайнеров. Презентацию устроили в здании казино, внутри сплошь отделанным зеркалами и с прекрасным видом на побережье. По этому случаю перекрыли две улицы, образовав коридор для проезда автомобилей, привозивших гостей и знаменитостей. Счастливых обладателей пригласительных на шоу оказалось довольно много, около 1000. Чтобы принять всех желающих, было решено внести в расписание изменения и провести в один день 2 полноценных показа. А что о самой коллекции? Вкратце, она построена вокруг моря и переосмысления наследия Шанель. Только здесь все держится не на холодной концепции, а на воспоминаниях. Солнце, соль на коже, песок, ощущение отпуска и легкое желание выглядеть лучше всех на курорте. Блази очень тонко поработал с историей именитого дома. Не как архивист, который боится лишний раз прикоснуться к прошлому, а как человек, который хочет снова вдохнуть в него жизнь. Начал дизайнер уверенно, бодро и по делу. С маленького черного платья, которое в руках креативного директора опустилось в талии, в лучших традициях Коко, и обзавелось белыми геометрическими стежками. В нем модель открывала показ, сжимая в кулаке маленькую сумку-клатч, утопающую в огромном черном банте. Блази отметил, что оригинал он нашел в институте костюма, где с удивлением вдруг обнаружил на спинке платья большой бант. И, как обычно, решил переиграть идею на свой манер. Далее модельер уделяет внимание твидовым костюмам, которые отлично смотрелись на подиуме с велосипедками и сандалиями без подошвы. Да, мои дорогие, вы не ослышались. Матье напрочь избавился от нее, оставив прикрытой только пятку. Дизайнер уверен, гулять босоногими по белоснежному песку, натуральному, как в Биаррице, или искусственному, как на шоу, куда приятнее. Вдобавок, жакеты по канту он украшает вязаными морскими звездами и кораллами. Впрочем, из последних мастера в ателье Шанель лихо забрали и полноценные платья, которые, к слову, смотрятся очень эффектно. Не опять, а снова Блази расшивает пайетками традиционные для легендарного дома моды костюмы с юбкой. Их же дизайнер предложил из денима. Или его имитации, ведь он такой трюк очень любит. Следом вывел на подиум купальные костюмы, которые девушки носили с чудесными во всевозможных вариациях шапочками и высоченными резиновыми сапогами. И, конечно, креативный директор отдает дань уважения наследию бренда, миксуя шанелевские зипки в морскую полоску с многоярусными, уже своими юбками с пышной бахромой по подолу. Также, друзья, в новой круизной линейке вы увидите несколько образов, что являются репродукциями оригинальных фасонов Шанель, в том числе вязаный комплект, края которого выполнены в форме зигзаг. Как комментирует сам автор коллекции, мы называем их приветом из прошлого, ведь есть вещи настолько хорошие, что ничего с ними делать не нужно. Однако большую часть архива бренда послужила лишь отправной точкой к созданию современных стильных образов. Над логотипами дизайнер тоже поработал. Следуя собственному жанру преувеличений, он разогнал их до таких размеров, что вот так сразу и не признаешь хорошо знакомые буквы. А вот в одежде из кожи пока еще был заметен недавний опыт творчества Блази в Bottega Veneta. Сюда же добавим мотивы рыболовных сетей и тоуты с человеческий рост, которые готовы вместить не то что пляжные принадлежности, а целый гардероб. Ну и какой прибрежный город без русалок? Наверное, так подумал дизайнер, создавая макси лазурного цвета и прочие совершенно кутюрные наряды, которые при всей своей сложно сочиненности совсем не выглядели пафосно.
Следуя теме, образы дополняли серьги-ракушки, броши в виде морского конька, жемчужные бусы, ожерелья из раковин. Единственное, что, пожалуй, вызвало у публики вопросы – газетный принт. Нет, это совсем не омаж гальяновскому платью Кэрри Брэдшоу, хотя привет Джону был послан. Идею рисунка по ткани подсказала одна из цитат Габриэль о том, что она, как и мужчины, любит читать газеты. На предварительном показе Блази поделился последней разработкой версии стеганой сумки Шанель из морской синей смолы с ажурным узором. «Она водонепроницаемая, с ней можно плавать», – бодро заявляет дизайнер. Что ж, попутного ветра, матье, уверенного заплыва за быки. Приятного просмотра, друзья! Жду ваше мнение о коллекции в комментариях. Не забываем отметить видео лайком и подписаться, ведь дальше будет только интереснее. Всем красоты, в жизни больше позитивных моментов и по-летнему яркого, солнечного настроения!